Кто знает, что это за рыба? Посмотрите. Друзья, это шамайка. Это тоже одна из прелестных и вкуснейших рыбок нашего родного Каспия. Всем салам с канала Каспийский берег, друзья. Сейчас вот эту прекрасную шамайку, рыбку нашу, красавицу просто, мы ее хорошенько промоем, а потом посолим. Опа! Все. Сейчас будем солить. Дальше проще парень репы, друзья. Рыбку солим сухим методом, сухим способом. Значит, высыпаем соль на донышко. Вот так. И пошла укладка. Животиками вверх. Вот так. Она, честно говоря, эта рыба такая не особо калиброванная. Здесь встречаются как совсем мелкие, мелкие, средние. Крупных нету. Вот можно сказать, одна-две рыбы крупные. Ну, в смысле, я имею в виду крупные для шамайки. И пошли сыпать. Стараемся открывать животики. И пошел второй слой. Вот и вся рыба. Закрываю контейнер крышечкой. И, друзья, убираем в холодильник эту нашу рыбку дня на 4, наверное. Просолится хорошенько. А дальше будем работать дальше. Все, пока, до встречи. Друзья, добрый вечер. Прошло 5 дней, 5 суток. Я вот приехал на дачу. Сейчас уже вечер, часов 7-8, наверное. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу сейчас рыбку отмыть от соли, залить водой, поменять воду 1-2 раза и оставить ее вот так отмачиваться на всю ночь. Все, друзья, рыбку промыл, посуду эту промыл от соли. Сейчас рыбу перекладываю в эту же посуду, где мы рыбу солили. Вот так. Заливаю водой. И сверху вот такую ледышку кладу, чтобы вода была холодная обязательно. Все, убираю в холодильник часа на 2. Через часа 2 еще раз сменю воду. Потом через 2 часа еще раз сменю, то есть в 3-й раз. И вот уже с 3-й водой я ее оставлю на ночь отмачиваться, чтобы соль, которую она в себя впитала, соль сделала уже свое дело, там произошла денатурация белка и так далее. То есть помимо того, что рыба стала соленой, она еще рыбу как бы приготовила, так скажем. И я думаю, вот этот метод нам даст хороший результат. Рыбка будет средней по своей солености. Вот так, друзья. Все, увидимся утром. Утром мы будем рыбку с вами вывешивать, сушить.
Друзья, добрый день. Рыбка хорошенько отмочилась в холодильнике. Всю ночь она простояла у меня. Посмотрите, даже лед еще не до конца растаял. То есть она у меня находилась в холодной воде. То есть так, как положено. Ну, вроде все, друзья. Все 3 ряда вывесил. Получилось 65 рыбок. Рыбка мелкая. Здесь килограмма было 4. Я уже не помню, сколько здесь было. В общем, 65 вот таких вкусняшек будут висеть и дожидаться своего часа. Подсохнут. А потом посмотрим. Мы их, скорее всего, немножко подкоптим. Прошла ровно неделя. Сейчас мы посмотрим, как наша рыбка здесь подсохла. Смотрите. Шикардос. Просто шикардос. Прям вот идеально. Не пересушивать уже, я думаю, не стоит. То есть, это о чем нам говорит? Это говорит нам о том, что рыбку пора, нет, не снимать, пора ее коптить, друзья. Я решил вот эту прекрасную шамайку еще слегка подкоптить. Немного, знаете, часов, наверное, 5-6 и будет достаточно. Не хочу ее перекоптить, друзья, потому что шамайка сама по себе очень вкусная рыба. Просто чуть-чуть добавим копчености и будет просто супер тогда. Сейчас... В общем, я ее не снимаю, остается она здесь. Сейчас закрою все ставни и начнем коптить. Это раз. Это два. Это 3. И это 4. Мой фирменный груз. Это раритетная вещь. Он 30-40-х годов. Это, по-моему, прокладка между рельсами и шпалами. Что-то вот в этом роде. Баку Артель Новый путь. Смотрите, какая классная. Видите, как валит дым из трубы? Вот так пыхтит уже часа 3, друзья. Друзья, доброе утро. Посмотрите, сколько там дыма. Значит, рыбку я уже копчу 2-й день. Почему 2-й день? Вчера так получилось, я смог рыбу покоптить всего 3 часа. А это все-таки маловато, недостаточно. Значит, вчера я коптилку затушил, а сегодня возобновил копчение. И вот еще часа 3, она 4 должна... Вернее, она уже час стоит. Значит, еще часа 2 постоит и будет готова. Так, сейчас посмотрим, что у нас вышло. Ну вот, друзья, посмотрите, как она подкоптилась. Слегка. Приобрела такой золотистый оттенок. И я думаю, этого вполне достаточно. Я ее не снимаю. Вот посмотрите, рыбка абсолютно холодная. То есть копчение полностью холодное. Здесь то есть никакого тепла практически нету. Значит, сейчас я ее не снимаю. Пусть еще вот так часик-полтора повисит. Проветрится от дымка, от лишнего, то, что нам уже не нужно. И будем ее снимать. Это мои бусы, как у папуасов. Шаланды полные, шамайки.
В Баку наш Костя приводил. Друзья, тоже в рифму, да? И шамайка к этой песне тоже подходит. Посмотрите, какая красавица. 65 штук было, сейчас 64. Я одну съел, попробовал. Просто люкс, супер. Если вот эту всю шамайку я сейчас продам в пивную какую-нибудь, друзья, можно хорошую сумму здесь заработать. Она потому что у нас в наших пивных бакинских шамайка очень ценится. Не только в пивных, сама по себе рыба шамайка очень ценится. Но для пива она особо хороша. Опа! Здесь снизу, друзья, самая крупная шамайка вот из этой партии. Честно говоря, они все должны быть такого размера, даже крупнее. Но у нас почему, я не знаю и не могу объяснить, просто не владею информацией. Почему-то вот на базаре продают вот очень мелкую шамайку. Вот я повторяю, она должна быть вот такой, то есть сантиметров 20, наверное, 25. А у нас вот такие вот они вот. 15-сантиметровые, я не знаю, какие-то недоростки. Да, ну вот взял самую крупную, симпатичную, чтобы показать вам, какая она у нас красавица. Посмотрите, вот сначала вот так вот раскрою пузико. Посмотрите, какая желтенькая. Ну это, конечно, и от копчения, там и жир у нее свой. В общем, рыба бесподобная, поверьте мне на слово. Сейчас я буду так описывать, что вы мне поверите точно. Ее также можно, в принципе, вот как мы разделываем воблу. Можно таким же. Посмотрите на этот жир. С ума сойти можно от жира. Настолько она жирная. Смотрите, это ни в коем случае не выбрасывается на это. Я надеюсь, камера передает то, что здесь происходит, на мои руки. Она жирная, я не знаю просто насколько. Это что-то мини-залома, да, знаете, друзья? Вот спинки хочу вам показать. Она еще не подсохла вот совсем полностью. Но мне, честно говоря, такое состояние даже больше нравится. И за это она разбирается не так прям легко. А это вот мясо с ребрышек. Уже без самих ребрышек. Короче, здесь еще есть чем повозиться. Это мы не выкидываем. Вот основные кусочки. Просто чтобы показать вам, какое у него мясо. Вот по жирности, еще раз говорю, напоминает залом. Нашу каспийскую селедку. Настолько она жирная. Сейчас посмотрим, как она у нас, насколько она у нас соленая и вкусная.
Вот по соли поймал 100%. Ни больше, ни меньше не нужно. Вот идеально. Для пива просто супер. Так, ладно. Что-то я в последнее время много стал болтать, друзья. Ну и это бакинское разливное, друзья. За ваше здоровье. Будьте здоровы и счастливы. Ой, как хорошо. Под шамаечку. Друзья, а теперь о том, почему она называется так необычно. Шемая на русском вот официально как бы называется шемая. Ну, говорят шамайка. Но это все искаженное. По правде эта рыба называется шахмай. Шахмай. Это персидское название. Из персидского языка означает... Ну, шах это шах. Он, как говорит, шах, он и в Африке шах. То есть, что-то вроде царя. А махи это рыба. На персидском языке махи это рыба. То есть царская рыба, да, если так на русский переводить, недословно. Царская рыба или шахская рыба. Почему она так названа, я не знаю. Да, скорее всего из-за своего вкуса, потому что она действительно реально очень вкусная. Реально жирная и вкусная. Но обычно царской все-таки называют что-то такое более крупное. Ну, видать, она настолько понравилась, да, людям, что даже вот такую вот относительно мелкую рыбку назвали таким вот царским названием. Сейчас это мы чуть-чуть по-другому разделаем. Вот так, пальчиками. И вот хребет отсюда середины вытаскиваем. Остаются только вот такие вот кусочки, ребрышки. Да, я почему так сейчас ради, потому что вот методом, как обычно, воблу разделаешь, здесь немножко сложнее, потому что она не так подсохла, как вот вобла, да, классическая. В ней вот в плоти еще много влаги. Потом она очень жирная. Да, вот поэтому так оказалось проще. Вот они, кусочки. Золотые. И у нас вот в наших бакинских пивных шамайка, она, наверное, не наверное, а точно, она более распространена, чем вобла. Хотя вобла тоже бывает, но шамайка бывает чаще. Я не знаю, с чем это связано. Но вот в пивных она вот, как говорится, чаще мы видим шамайку. Да, она, честно говоря, она жирнее вобла, друзья. Она значительно жирнее воблы. Она, я бы не сказал, что прям превосходит воблу. Там вобла это шикарная рыба, да, это, как говорится, тоже, да, это пивная классика. Но чисто вот по жиру шамайка жирнее. Вот то, что у нее на коже остается с внутренней части, это самое вкусное, наверное. Подкожный жир. Фантастический у этой рыбы. У нас чаще всего эта рыба приходит в Баку с Мингичаурского водохранилища. Это крупное водохранилище, которое было построено в 40-х годах еще. Оно было построено на Куре. И вот с этого водохранилища больше всего приходит шамайка. Посмотрите на это. Супер. Она когда крупная, я крупную шамайку ел в своей жизни, наверное, не знаю, раз 5-6. Я имею в виду реально крупную, вот такие, сантиметров, наверное, по 30, по 35, может быть, вот такие особи. Они совсем вкусные бывают, потому что они бывают еще жирнее, у них там как бы мясо, что ли, больше поесть. Это мелкое. И почему-то у нас продается, у нас на базаре в основном рыба поротая бывает. Уже без этого.
без внутренностей. Хотя недавно я купил шамайку, я удивился, она была целая, не распоротая, я так обрадовался. Вот купила она у меня в морозильнике, так что в следующий раз я ее приготовлю. Посмотрим, отличие будет или нет. Я думаю, должно быть отличие. Что-то мне, знаете, кушать захотел. То есть одной шамайкой наесться трудно. Я вот себе сделаю, знаете что, вот такой вот бутербродик. Это моя импровизация. Значит, черный хлеб. Сливочное масло, посмотрите. Вот так. Так, хорошим слоем. И сюда, друзья, а вы оцените, как вот такой бутербродик. Я соберу вот эту роскошную спинки вот этой роскошной рыбки. Вот так, полный сделаю. Посмотрите как. Так, это так. Это еще не все. Теперь возьмем лучок. И вот такой вот молоденький совсем, тоненький. И вот так мы его сюда еще положим. Вот так. Посмотрите сюда. Честно сказать, завидуйте мне. Я бы завидовал. Вот если бы я увидел, что кто-то так ест, и сам не могу это попробовать, такую вещь, я бы позавидовал. Бруклин. Помните сеньора Бензон? Такому бутербродику надо налить пенного. Друзья, я говорю, лето и пиво, эти две вещи как друг для друга созданы. Ваше здоровье. Вернемся к бутербродику. Посмотрите еще раз покажу вам. Друзья, короче, я тихо-тихо становлюсь специалистом в вялении и копчении рыбы. Я доволен как слон, потому что у меня вроде пока перфекционизм получается. И самый главный результат. Вот не хвалюсь, но мне нравится. Все очень вкусно. Ну и само собой рыба, да, кто ее не любит? Я очень люблю. А в вяленом состоянии рыба, наверное, это самое вкусное, что из нее вообще можно сделать. На втором месте будет, наверное, шашлык. Ну, вяленая рыба это бесподобно. Никакая жареная, не знаю, там, вареная, тушеная никогда не сравнится. Потому что вяление, не знаю, вот оно как бы концентрирует, да, весь ее вкус, все ее соки и так далее. Оно вот в меньшем объеме концентрируется и получается очень вкусно. Так что, друзья, будем вялить и коптить. Коптить и вялить. Будьте здоровы. Спасибо вам за просмотр сегодняшнего видео. Еще раз покажу вам вот эту рыбку. Жалко, зараза, мелкая, да? Но рыбка бесподобная. Посмотрите. Кто будет в наших краях, запомните это название. Шемая, шамайка. Так по-простому шамайка. Обязательно попробуйте. Как закуска к пиву, непревзойденная вещь. Спасибо большое, друзья. До свидания, до новых встреч на канале Каспийский берег.